Всем привет! Сегодня тема нашего разговора будет «Как позиционирование влияет на покупателя». Вот эта тема позиционирования, она достаточно сложная для простого обывателя. Но если вы вступаете на территорию бизнеса, да, если вы хотите действительно стать брендом, который будет выстраивать долгосрочные отношения с вашим клиентом, то позиционирование — та самая первая ступень, можно сказать, платформа, базис, на которой вообще строится а, любое отношение с клиентами, и из позиционирования вырастает, в принципе, вся маркетинговая стратегия. О чем мы сегодня будем разговаривать? Вообще, зачем нужно позиционирование, да, что это такое, как оно влияет на поведение покупателя, как на основе позиционирования покупатели вообще выбирают бренды, про восприятие ценности, про создание уникального торгового предложения, как позиционирование в этом помогает, про психологию покупателя, как позиционирование помогает выделиться среди конкурентов, про долгосрочные отношения с клиентами и как правильно выбрать стратегию позиционирования. Приступим. Зачем нам нужно позиционирование? Вот когда мы создаем какой-то уникальный образ вашего бренда в сознании покупателя, то покупатель воспринимает нас среди конкурентов особенно. Через позиционирование мы сможем привлекать внимание, устанавливать долгосрочные отношения, доверительные отношения. Вот это платформа вашего бренда, вашего бизнеса, который позволяет выстроить долгосрочную стратегию. Посмотрим на примере компании Apple, которая не просто создает устройство, она реально создала стиль жизни, стиль инноваций. Когда мы смотрим на визуальные образы, которые нам предоставляет компания Apple через рекламные кампании, мы видим, да, насколько эти цветовые решения, эти переходы, шрифты, сама композиция визуальных образов вот влияет на человека, и мы реально ощущаем через картинки, вот они инновации, вот они технологичность, которая сочетается вот в айфонах и во всех продуктах Apple. То есть мы еще этот iPhone даже в руках не держали, но мы уже видим, насколько он классный, и так хочется его приобрести. И это позиционирование компании Apple. Критично нужно понимать вот поведение покупателя, но вообще критично для правильного построения позиционирования. Нам нужно знать эмоции, потребности покупателей, чтобы влиять на покупательское решение. Через позиционирование мы можем влиять на эти потребности покупателя, чтобы они приняли в нашу сторону правильное решение. Примерно такое влияние использует компания Tesla. Она использует заботу о будущем планеты и воздействует на человека, на тех людей, которые с экологичной позицией относятся к жизни. Да? И используя визуальные, опять же, элементы, тексты, а, мы уже хотим приобретать машину Тесла для того, чтобы сохранить экологию нашей планеты. Обязательно в позиционировании нужно учитывать, на каком этапе на принятии решения находится покупатель, как оно изменяется. То есть на каждом этапе мы по-разному можем влиять. Когда человек только стоит на осознании проблемы, соответственно, мы ему только рассказываем про эту проблему, погружаем его в эту проблему. Когда он уже понял, что у него есть эта проблема, мы предлагаем ему решение. Когда он уже есть эти решения, мы помогаем ему выбрать среди вариантов этих решений для того, чтобы он в конце совершил эту покупку. Так влияет компания Nike. Вот человек, он еще не приобретя а, товар Nike, рекламная кампания, да, она уже влияет на него, и он осознает проблему того, что ему хочется заниматься спортом, ему хочется достигать каких-то целей. Вот глядя на эти визуальные образы, действительно, ты хочешь стать тем спортивным человеком, и даже если ты не будешь заниматься спортом, но как бы нося одежду Nike, ты уже автоматически становишься вот этим целеустремленным волевым человеком, который достигает любых результатов. Также позиционирование, оно влияет вот на это восприятие ценности. Через что? Через сигналы и триггеры,
которые выражаются в виде визуальных образов, запахов, мыслей, эмоций, которые оценивает наш мозг, и он начинает воспринимать ценность этого продукта. На основании ценности у него создается восприятие стоимости. И вот сильное позиционирование, такое как у Nike, у Apple, оно делает продукт желанным, а покупку более осознанной. Так это использует Rolex. Вот смотрите, Rolex использует свои часы как статусность, как успешность. И в визуальных образах он использует звезд футбола, спорта, тенниса. И опять же он подчеркивает статусность через костюмы, через брутальность и даже цвета. Он использует такие темно-зеленые, темно-синие для того, чтобы еще раз подчеркнуть эту исключительность. Также позиционирование помогает нам создать уникальное торговое предложение, да, когда мы понимаем, чего хочет аудитория, когда мы представляем, что мы делаем лучше, когда мы понимаем, что конкуренты делают лучше нас, вот на пересечении этих трех составляющих мы можем создать уникальное торговое предложение. Вот посмотрите, Amazon. Он понимает, что человек хочет приобретать любые товары быстро и удобно. И он знает, что есть многие компании, которые занимаются доставкой. И Amazon, он может предоставлять большой широкий выбор товаров и быстро это доставлять. И вот на пересечении этих трех составляющих он и создал такой гигантский маркетплейс, да, на основании которого придуманы уже многие маркетплейсы во всех странах. Также позиционирование помогает использовать психологию покупателя, зная, какие эмоции покупатель испытывает, да, и решение о покупке в 80% принимается на эмоциях и только в 20% на логике. То есть вот когда мы с вами что-то видим, у нас уже создались вот эти внутренние ощущения, потому что мы даже визуальные образы воспринимаем немножко с задержкой. То есть мы их увидели, а потом осознали немного с задержкой, ну, поскольку мозг так наш воспринимает информацию, да. И эмоция у нас создается быстрее. Вот мы видим что-то, да, и нам нравится, и мы не можем понять, почему нам это нравится. Но нам нравится, нам хочется это купить. И вот если создавать такие бренды, делать такое позиционирование, то мы очень хорошо можем влиять на покупателя, на его решение. Такой принцип используют эмоциональный в своих рекламных кампаниях, вообще компания Coca-Cola. Это ее базис. Она использует положительные эмоции, она всегда сочетает Кока-Колу с радостью. И действительно, когда у нас какое-то мероприятие, и даже вообще просто чтобы поднять себе настроение, мы хотим купить Кока-Колу, и Кока-Кола, вот это вот слово счастье, оно использует его практически везде. В визуальных образах, в текстах, да, в картинках, и в музыке, которую она тоже вещает в своих рекламных кампаниях. Позиционирование помогает нам выделиться среди конкурентов. Вот посмотрите, есть различные пасты, да, есть специализированные, есть комплекс, есть лечебные, есть гигиенические. И вот на пересечениях, допустим, стоят такие марки, как Сенсодин, да, и Новый Жемчуг. То есть, ну, Сенсодин более лечебная, а Жемчуг, она более гигиеническая, да. А вот Парадонтакс и Локалюкт, они идут в специализированные, да, а в то же время как Сплат и Колгейт, они идут в более комплексное. Сплат идет тоже в лечебную, Колгейт, вот они идут в такую, в комплексную и в гигиеническую. На основании вот такого позиционирования мы можем выделиться среди конкурентов и это позиционирование выразить в виде текста, чтобы человек понял, а про что мы, какая наша паста, какую проблему наша паста будет решать. Также это все нам помогает выстроить долгосрочные, долговременные отношения. То есть покупатели понимают, про что бренд, какую проблему он решает. И когда бренд передает это словами, визуальными образами, то человек становится к ним более лояльным. То есть вот, допустим, я еще не приобрела никакой автомобиль Тесла, да, но я уже задумалась действительно, чтобы заботиться о нашей земле, нужно приобретать электрокары. Если мы посмотрим, да, как долгосрочные отношения выстраивает компания
Т-банк, да, они сейчас сделали ребрендинг. Вот Т-банк, он помимо того, что он предлагает основные, да, финансовые продукты, банковские продукты и продукты инвестиций, они дорастили, потом они дорастили лайфстайл, услуги путешествия, обслуживание бизнеса, страхование, мобильный оператор, развлечения, образование, все это они добавили, то есть они создают определенную экосистему вокруг человека, чтобы он не только пользовался их банковскими карточками, но и если он задумается о путешествиях, к ним обращался, да, если он думает о страховании, даже пользуясь сотовой связью, то есть Т-банк все предлагает ему, он выстраивает вокруг него такую определенную экосистему и выстраивает долгосрочные отношения. При этом Т-банк это уже 46 миллионов клиентов, да, а население у нас в России где-то около 150. И он второй по объему игрок на российском рынке. Продает, в чем его уникальность, да? Он продает только дистанционно, только в онлайн-каналах. И через собственную сеть представителей он может донести до клиента свой продукт быстро и качественно. Вот такое позиционирование себе создал Т-банк. Самое главное правильно выбрать эту стратегию позиционирования, то есть на чем мы строим свой бренд, о чем мы говорим, кто мы такие, как мы будем доносить до нашего покупателя а, мысль, да, что нам нужно приобрести именно у нас. То есть важно найти свою уникальную нишу. Для этого можно использовать вот следующие способы, да, по целевой аудитории строить позиционирование по методике 5W, да, 5В. Во-первых, чтобы мы понимали, что мы продаем, да, кто наш покупатель, почему должны купить у нас, когда они должны купить, то есть в какой момент принятия вот решения они должны не находятся, и как мы должны их подтолкнуть к решению о покупке, и где они должны у нас покупать. Вот, допустим, в сравнении с Т-банком, да, где покупать? В онлайне они покупают. То есть вот такая методика построения, да, через целевую аудиторию по 5W, по 5В, она помогает на основе этого выстроить позиционирование. Еще один момент, как мы можем выстраивать позиционирование по нише, да, чтобы перед тем, как мы будем строить позиционирование, мы определим с вами нишу, что есть высокий спрос на рынке, да, нам выгодно, что наш товар будет постоянно продаваться, нам нужно найти именно такую нишу на рынке, что на рынке мало конкурентов, да, и что там реально есть потенциально высокий доход. И вот это будет идеально прибыльная ниша. Когда мы такую нишу найдем, мы уже можем дальше выстраивать свое позиционирование. Поэтому базис, основа всего того, как вы будете разговаривать с покупателем, какой продукт вы ему будете предлагать, как продавать, по каким ценам, как вы с ним будете взаимодействовать, каким тоном, это все позиционирование. Это такой ключ к успеху. Теперь вы знаете, зачем нам надо позиционирование, да, как оно связано с поведением покупателя, как покупатели выбирают бренды, как они воспринимают ценность, про уникальное торговое предложение, как можно его легко создать на основе позиционирования, про психологию покупателя, про то, как можно выделиться среди конкурентов, про долгосрочные отношения, как правильно выбрать стратегию позиционирования. Я благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментариях. Я в дальнейшем внимательнее еще разберу вот этот вопрос по аудитории по методике 5В, чтобы вам было более понятно. Ну, а все, кто хотят выстраивать позиционирование, я еще подготовила схему, и по этой схеме вы можете составить свое позиционирование. Я оставлю ссылочку на скачивание, вы можете ее скачать и по ней легко сделать. Будут вопросы, пишите в комментариях. Что ж, до встречи в новых видео.